Изначально я ожидал сильную коррекцию по биткоину после достижения цены в $25 тысяч. Но планы меняются. Мне пришлось обратиться к истории графика битка, как цена себя вела, чтобы прикинуть максимально похожий вариант сейчас и даже попробовать предсказать дальнейшее движение. Ролик будет мега важным. Ты на канале Ненаблюдатель, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь трейдингом с 2019 года, а также инвестирую в активы фондового и криптовалютного рынков. Проведем небольшой обзор крипторынка. Перед тем, как начнем обсуждать биткоин, несколько важных обновлений, которые произошли за время, пока я не делал обзор, не смотрел на этот биткоин, смотрел на другие альткоины, пытался разобрать всякие цели и тому подобное. Первое и самое важное из того, что произошло, это то, что индекс доллара DXY пробил свой нисходящий тренд, который длился несколько месяцев. Мало того, что тренд был пробит, так он еще и закрепился. Ждал ли я пробоя тренда? Да, ждал. Но я ждал его раньше. Вот здесь, смотрите, еще в январе 23 года ждал, что вот здесь вот как раз вот уже будет вот уже пробой, и цена пойдет там как-то там вверх, потому что все-таки пузырь еще не лопнул, все плохо, кризис еще максимальная его точка впереди, ставка ФРС продолжает повышаться. Но думал, ну все, вот здесь как раз вот будет сейчас пробой. А не тут-то было. Это был ложный пробой, после этого сильное снижение, сильная коррекция индекса доллара, вплоть до соточки. Пока DXY падает, вот пока вот такой нисходящий тренд двигался, рынок, фондовый, крипторынок разворачивался. Чем ниже падает DXY, тем выше растет биткоин, S&P 500 и все остальные. Но произошел вот этот вот важный момент. Пробой. Так что вот эту мою закорлючку можно сюда вот ее куда-то влепить. Что мы можем от этого ждать? Это то, что пока DXY растет, биткоин не может, в теории не может лететь в космос. При этом S&P 500 тоже не может лететь в космос. Хотя если ты посмотришь на S&P 500, то ты увидишь, что S&P 500 отличнейше пробил тоже свой нисходящий, у него был расширяющийся клин, 4 часа таймфрейм, было пробитие и что-то даже типа закрепления. Здесь важный уровень стоит на 4100, потому что вот здесь, смотрите, видите, здесь у нас есть раз точка, 2 точка и даже вот здесь вот 3 точка. И S&P 500 успешно эти все точки, всю ликвидность, которая была выше предыдущих точек, успешно собрали. Очень важно было остаться вверху, не опускаться ниже 4100. Но как видим, пока что у нас цена S&P 500 на значении 4079. Ну а теперь к событиям по биткоину. Что произошло, что поменялось? Если ты смотришь мои ролики, то ты знаешь о том, что я ждал сильную коррекцию по биткоину. От чего я тогда отталкивался? Вот смотрите, вот здесь скопирован шаблон, вот эти вот желтенькие линии, шаблон с графика по битку 2015 года. Идентичная ситуация, тоже выход из нисходящего клина. Все то же самое, просто за 2015 год. Тот же самый параболический выход у биткоина. Но вот в чем проблема, которую мне нужно будет с вами сейчас решить, потому что я ждал коррекцию после 25 тысяч, если отталкиваться от шаблона именно 2015 года, коррекцию вплоть до 19-20 тысяч. Что же мы видим? А то, что, во-первых, у нас параболический выход был с небольшими откатами, вот здесь было застой, потом вот эта коррекция, в данном случае у нас это произошел на ретесте нисходящего, сужающегося клина, и теперь я понимаю, что у нас получается даже может не работать эта схема, потому что, тут я ждал одно, получилось по факту другое. При этом не было вот такого вот сильнейшего взлета к 25 тысячам, а мы пришли буквально вот только вот-вот-вот. Нам здесь нужно подстраиваться под рынок. Значит, вот этот шаблон, скорее всего, за 15 год здесь работать не будет, потому что после того, как я наложил этот шаблон на график, даже по таймингам все сходится прям вот один в один. Но произошли изменения. График повел себя иначе. Что же я сделал? Я решил на график биткоина сейчас, 23 года, наложить график шаблонов с 2019 года. Там тоже похожая ситуация, там те же тайминги, тот же параболический выход, но отличается он от 2015 года тем, что у него есть
проторговочки, видите, те же самые, которые у нас сейчас происходят. У нас нету резкого такого выхода 25 тысяч. Как мне кажется, на сегодняшний день, исходя из таймингов графика, из 2019 года, очень схожа ситуация, которая происходит сейчас. У нас уже есть просто график, да, прошло какое-то время, и мы можем уже прикидывать и сравнивать. Здесь была коррекция небольшая, здесь у нас был... Потрогали вот этот верхний слой 25 тысяч, зону сопротивления. После этого коррекция, причем коррекция была как у нас, так и на шаблоне 2019 года. После этого такой же выход вверх, был побит предыдущий максимум, вот этот максимум. И что важно, побив этот максимум, цена не продолжила сильно расти вверх. А значит, шаблон с 2019 года продолжает нести свою силу, и скорее всего, что будет, смотрите, даже вот здесь коррекция, которая вот ожидается где-то там примерно в марте, вот эта коррекция. Даже шаблон ложится на вот этот уровень, который я нарисовал, да, вот эту вот, зону вот эту поддержки. Возможно, там еще разочек будет поход на 25, какой-то там еще раз потрогаем, но в целом ждем коррекцию вплоть до 22 тысяч. Только после этого можно уже ждать, исходя из шаблонов, выход вверх с последующим пробоем блока в 25-26 тысяч и достанем до там почти 27. Здесь потупим. Потом коррекция, ну короче, вы сами видите. Лететь мы в космос не будем. Как я и говорил прежде, это все не булран. Пожалуйста, перестаньте ожидать сейчас булрана. Если ты видишь, что у тебя растут монетки, даже некоторые уже иксы сделали, это все очень круто, это классно. А особенно круто, если ты себе еще и цели поставил. Но это не булран. Вернемся к шаблону. В этом году, в 23-м, до следующего халвинга, цена биткоина может дойти вплоть до 43, а я еще прикидывал, что может дойти до 46 тысяч. После чего уйти. Коррекция будет, безусловно, без нее никак. Но не ждите, что мы перебьем 70 тысяч или будет 100 тысяч и мы улетим в космос. Нет, булран будет только в 24-25 году. Еще один момент. Я лично не закупил все монетки, все альткоины, которые хотел. Я, конечно же, жду, чтобы он упал как можно сильнее. Да, мне хочется, потому что я хочу еще докупиться. А вообще бы в идеале бы еще и биткоина купить. Но я сомневаюсь, что нам еще позволят. Нет, позволят. Когда взорвется пузырь, когда будет жесткая коррекция по всему миру, на всех рынках, битка, фондового рынка, валюта, все повалится к чертям. Да, там, наверное, можем и дойти до 20-ки, от 40-ки, охренеть все, будет паника бешеная, вот там, наверное, можно будет и купить где-то в конце года, в начале следующего года купить биткоин еще, потому что, ну, это будет скорее последняя уже коррекция, когда лопнет пузырь. Если вот эта история по шаблону, который я прорисовал с 2019 года, будет реально отображаться и в сегодняшнем дне, будет повторять движение, то тогда можем прикинуть, что закупать нужно будет на 22 500. Вот здесь, когда будет биткоин, то можно будет, и не то, что можно будет, я буду покупать себе альткоины, которые еще не успел купить, которые еще не дали иксов. Также, помимо этого всего, если прям убрать вот эту всю воду, вот все прям убираем, теперь переходим на свечи Heiken Ashi. Heiken Ashi имеет огромнейший минус, они очень запаздывают, цена очень запаздывает. Если хочешь посмотреть, как они работают, просто включаешь минутный график и наблюдаешь, как двигается цена и как будет формироваться вот эта вот свеча. Ты увидишь, насколько сильно идет опоздание. Но нам нужно другое. Нам нужно включить месячный график. Сейчас вы поймете, к чему я веду. Каждая вот эта свечечка Heiken Ashi это 1 месяц. И вот что важно, вот что я хотел показать. Не помню, честно, показывал или нет. После 70 тысяч был, ну, как мы все знаем, был нисходящий, долгий, мучительный тренд, медвежий рынок, вот это вот все, короче. Кстати, то же самое было в 2019 году. После этого, заметьте, у нас пошла вторая зелененькая месячная свеча Heiken Ashi, которая показывает тренд. То есть у нас здесь пошло уже зарождение, это как раз только начало тренда восходящего. Если мы возьмем, то здесь тоже такая же была фигня. Было ли в 2019 году побит предыдущий пик
который был тогда, это было сколько там, 18 тысяч, да? Был ли побит пик? Не было побито. А вот это что такое? А вот это у нас кризис, это у нас коронадамп, если я не ошибаюсь. То есть все плохо, когда начали потом печатать деньги, много-много миллионов, много-много-много-много, опа, у нас новый АТХ, но это уже в следующем цикле произошел. К чему я веду? К тому, что у нас здесь можно ожидать похожую ситуацию. Рост не побьет предыдущий пик в 70 тысяч. И будет что-то похожее, то, что было вот в 2019 году. Потом будет коррекция, потом будет лоп, пузырек бабахнет. Вот с этого момента, после взрыва пузыря, кому будет не страшно, у кого останутся еще деньги, начнется тот самый булл-ран. Я не знаю, кому известно, где будет цена и докуда она дойдет. Фух, вот такие мои мысли. В целом же у меня получилось забрать неплохую прибыль по биткоину в лонг. В принципе, план, который я придерживался, он все равно отработал. И я забрал плюс 230%, 11% движения. Об этом написал в своей телеграм-группе Криптохулиганы. Здесь я делюсь своими сделками, важными новостями, а также бесплатно раздаю крипту и провожу конкурсы. Группа Криптохулиганы, welcome. Где ждать цену BNB, ADA, Mina, 1 инч и CRV в ближайшее время разобрал в своем прошлом ролике. А с вами был Ненаблюдатель. Покидоса.